Всем здравствуйте! Рада вас приветствовать на моем канале «Путь к себе». Меня зовут Анна, и сегодня я хотела бы посмотреть такую тему. Какие отношения вы сейчас либо притягиваете, либо ваши отношения. И сейчас данную тему как-то мне хочется рассмотреть в 3 вариантах, потому что самих вариантов отношений и притягиваний, скажем так, может быть очень много. Для этого у меня есть 3 камушка, да, выбирайте себе, какой ваш. Сейчас так немножко. Я на них карты положу еще. И мы посмотрим, кто вы сейчас, да, чтобы вы поняли, что это ваш вариант, кого вы притягиваете сейчас и какой-то совет вам. Что с этим, собственно говоря, делать? Или нужно ли что-то с этим делать? Отсюда получается 1, 2, 3. И если вы не знаете, как выбирать, кладете ручку на грудную точку, делаете глубокий вдох-выдох и просматриваете все камушки, какой вам внутри отзовется больше, такой и выбираете. Ну, если у вас есть какие-то свои способы, тоже можете им пользоваться. Давайте посмотрим, кто вы сейчас. Для каждого варианта. Кто вы сейчас? Так. Какие отношения притягиваете? И совет. По одной карте. Здесь хочется мне 2. Так, выбирайте, ставьте на паузу, и мы с вами будем начинать. Так, это у нас 3-й вариант. Откладываем. Это у нас 2-й вариант. Начнем с 1-го. Я вас рада приветствовать. Кто вы сейчас? Угу. Ну, вы сейчас человек с очень хорошей интуицией, на самом деле, в таких благодатных энергиях, я бы сказала. У вас есть хорошая связь с этим миром, с высшими силами, с интуицией, если высшие силы для вас ни о чем не говорит, скажем так. У вас хорошая развитая интуиция, вы знаете, куда пойти, что сделать подсознательно, да, в ресурсе, в потоке, в том плане, что вы по отклику очень хорошо можете это понять. Что вам нужно делать, что вам не нужно делать, куда вам нужно идти, куда вам не нужно идти. И очень хорошая интуиция, да, я про это уже сказала. Здесь, возможно, есть и практики. Те, кто интересуется эзотерикой, либо психологией, либо тем вообще, как мир устроен, если не брать эзотерику, да, больше в науку уходить. Вот это про вас. Какие отношения у вас сейчас или какие вы сейчас притягиваете? Угу. А притягиваете вы отношения очень такие, скажем так, на страсти, но
вас это не радует. То есть вы строите какие-то иллюзии по поводу этого, что человек вам приходит, например, со страстью какой-то, да, с легкими какими-то предложениями, вы это все понимаете как-то по-своему, так как вы хотите, и, соответственно, вас это в итоге не радует. Да, получается, ожидание и реальность не сходятся. Хотя, в принципе, скорее всего, вам тут ничего особо и не обещали. Давайте посмотрим, почему так получается. Тут вы можете партнера идеализировать, да, то есть, несмотря на свою хорошую интуицию, да, у вас она почему-то не то чтобы отключается, но в отношениях вы как будто бы больше как это сказать там сейчас, либо вы сами не хотите каких-то серьезных отношений, либо вы себя уговорили, что вы этого не хотите, никаких серьезных, что вам хочется только повстречаться, поразвлекаться и так, ну, как бы, и окей. Вот. А в глубине души на самом деле все совсем не так. Ну, какие отношения вы притягиваете? Это как минимум легкие какие-то, где много всяких впечатлений, много всяких активностей. Туда поехали, сюда поехали, здесь сходили, туда сходили. Это не домоседы, так скажем. Вот. Может, вам так и нравится в данном случае. Вы не хотите связывать свою жизнь какими-то обязательствами. Тогда окей, это да, подходит вам. Меня просто немножко смущает вот эта пятерочка, да, и наша звезда, что в глубине души-то хочется немножко другого. Либо есть установки, что я весь такой мудрый или мудрая, да, и я вообще понимаю, как тут все устроено, а мне попадаются, грубо говоря, такие какие-то люди, которые ничего этого не понимают, да, и с ними только по-легкому, только вот поразвлекаться, ничего серьезного с ними построить, и, в принципе-то, и невозможно, хотя, видите, император и императрица, они вообще друг на друга не смотрят, то есть другое качество людей вам либо не попадается, да, здесь и для мужчин, и для женщин, вы их не видите, вообще смотрите в другую сторону, ну, соответственно, вы их не притягиваете, да, с чего мы и начали, что с короля жезлов. Это могут быть, например, всякие такие красавчики, мачо, харизматичные очень мужчины. Ну, ничем интересным это не заканчивается. А хочется-то интересного на самом деле. И есть такое ощущение, что то, что вы можете предложить, намного больше, чем вы можете получить от тех, кто вам встречается. И вы как бы это все обрубаете, либо до поры до времени у вас это все идет, да, пока вам это, ну, грубо говоря, не наскучит, либо пока другой стороне это не наскучит. И, соответственно, все это заканчивается. Так, какой у нас будет совет? Здесь совет такой, что нужно проявлять себя настоящего, либо настоящую, и вполне возможно тогда вы будете привлекать совершенно других людей. Потому что сейчас вы тоже какую-то масочку на себя надели, и с этой масочкой как раз вы привлекаете вот самых этих товарищей. Ну, либо, так, как сказать, товарищи — это и женский, и мужской род, да, у нас так было, да, товарищ и женщину называли. Соответственно, вы на себя, возможно,
надели масочку тоже королевы жезлов, да, я вся такая зажигалочка, я вся такая классная, я вся такая, или я такой, да, классный, движовый, кочевый, потусить. Вот. Здесь проблема в том, что вы свою глубину можете не раскрывать, в принципе. Вы ее прячете для так называемых своих людей. А фишка в том, что вы своих-то и не находите, потому что вы это все скрываете. Ну, вот такой у нас был первый вариант. Пишите ваши резонансы, что вам откликнулось. Можете просто спасибо написать, тоже приятно будет всегда. Все ссылочки всегда под видео, вся информация, кому нужно. И мы с вами переходим ко второму варианту. Так. Второй вариант. Давайте посмотрим, кто вы сейчас. Ага, у вас тут какая-то новая ступенечка в жизни. Либо уже наклевывается, скорее всего, наклевывается, да, либо вы прям вот хотите что-то новое, как-то жить по-другому, хотите либо перейти на новый уровень в какой-то сфере, возможно, даже в отношениях, если мы отношения смотрим, и вам хочется встречать других людей, возможно, другое качество отношений хочется, если у вас эти отношения есть, если у вас их нет, там тоже хочется другого качества отношений, каких-то более стабильных, более, ну вот знаете, мы определились, что мы вместе, да, и вот мы, соответственно, вместе идем, и по этому поводу мы не паримся в том плане, что я понимаю, что у меня это стабильно, и я на эту сферу, ну не то чтобы не обращаю внимания, но она не зудит, так скажем, да, у меня эта сфера закрыта, и у меня стабильный, так скажем, тыл. Так, какие отношения сейчас вы? Ага, а вы тут, хочется сказать, расстаете люлей. Немножко можете уйти в гордыню. Это для мужчин и для женщин, в принципе. И очень дозированно раздаете свое внимание, как вы знаете, с барского плеча. Вот тебе 2 копеечки, тебе 2 копеечки. Почему? Потому что вы до этого были очень дающим человеком, вы очень много вкладывали, очень много давали в отношениях, и вам это по большей части приносило боль, и вы закрылись. Вы закрылись, и теперь вот прям, знаете, это не то, чтобы это неправильно, но есть некий перекос, что вы прям вот крупиночку дали и смотрите, а вам в ответ дадут или не дадут. А вот я вот это сделала или сделала, а мне дадут или не дадут. Тут такая, знаете, тревожная мнительность, да, а вот в этот раз меня не на, как бы сказать, слово не могу подобрать хороший. Ну, грубо говоря, обманут меня в этот раз или не обманут, да? А вот что, то есть вы настолько стали осторожны, и что вы прям вот ушли в холодность. Стали очень расчетливы, стали сразу, я сначала на тебя посмотрю, а ты вот мне сначала покажи, а только потом, возможно, я это что-то для тебя сделаю. Вот, ну, в принципе, ладно, давайте посмотрим по картам. Вы можете распыляться в общении, в каком плане вам нужно, чтобы было много людей, да, либо много женщин, либо много мужчин, но ни с кем из них вы не идете в отношения, в принципе. Вы остаетесь, вы держите всех людей на...
вытянутую руку, да, никого к себе не подпускаете. И издалека вот смотрите, как холодная луна, да, что вот как себя человек будет вести, что он будет вообще делать, и вообще стоит ли тебя, как говорится, близко подпускать. Но самое интересное в том, что здесь именно вот этот затык, он и не дает вам выйти на тот новый уровень, на ту новую ступенечку в отношениях, в стабильные отношения. То есть получить то, что вы изначально хотите по факту. Вам нужно этот сценарий поменять. Вот это все предательство, это все то, что вам делали больно, когда предавали, когда, там, может быть, унижали или еще что-то. Весь негатив, который у вас есть по отношению к отношениям и к мужчинам, ну, либо к женщинам в данном случае. Тут может быть и о том, что все они меркантильные, как к мужчинам, так и к женщинам может быть, или им нужно только одно, да, подставляем свое, что у вас там в голове. И, соответственно, вы как бы свои чувства не проявляете, потому что есть вот это у нас королева мечей, и вы так одиноко со своим кубком-то и остаетесь. И по колесу фортуны нужно этот сценарий конкретно поменять. Это не говорит о том, что вернуться к тому, что было, но излишнюю какую-то закрытость, отрешенность, вот эту холодность, ее нужно менять. Потому что на холодность приходят люди, которые, что они привыкли бегать за людьми другими, да, полюби меня, там, я буду делать все для тебя. Ну, то есть те, которые вот, они как жертвы получаются, доказывать любовь. Самое интересное, что как только вы откроетесь этому человеку, неважно, женщина это или мужчина, то ваши роли вполне возможно поменяются на 180 градусов. Когда вы станете теплыми, этому человеку станет просто неинтересно, потому что для него отношения — это когда он бегает, когда она бегает, доказывает, что-то спасает, еще что-то. И как только вы становитесь теплее, таете, грубо говоря, показываете свои чувства, что вот он, я настоящий, вот она, я настоящая, человеку вдруг становится неинтересно. И мы возвращаемся опять к тому, к чему пришли. Опять разбитое сердце, опять какие-то негативные эмоции, чувства, и опять вы закрываетесь. И можете даже говорить, ну вот я так и знала, я так и знал, что так опять и будет. Все они все равно одинаковые, даже если там клянутся в вечной любви и все такое. Я-то хочу нового. Да, хочется чувства проявлять, хочется, чтобы радость в отношениях была, но вы как спящая красавица или спящий красавец, да, очень холодный. Нужно находить баланс. И в отношениях каждый раз делать выбор, да, то есть здесь баланс именно в чем, что не отказываться от чувств, не отказываться от проявления тепла, да, какой-то, ну, независимости, не отказываться от какого-то хорошего отношения, да, к человеку, поставить себе какие-то, например, ну вот я буду собой, да, и ну, не то чтобы что будет, но, например, с таким идти настроем, что вот я буду собой, я могу как понравиться, так и не понравиться, да, но зато у меня не будет масок, и я буду настоящим или настоящим, и мой человек, он притянется, да, это мы как идем мерить платье или костюм, вы же не расстраиваетесь из-за того, что вы зашли в 2 магазина, и вам не подошло, ну, там не было размера, не тот цвет, там, не перламутровые пуговицы, вы идете, ищете дальше.
Ну, с людьми условно так же, да, не все вам подходят, не всем подходите вы. Просто вы идете и ищете дальше. Да, именно это. И чем больше у вас выбора, не в том плане, что у вас параллельных отношений, тем больше у вас опыта, вы понимаете уже, какие люди бывают, а как вообще могут люди поступать, да. То есть задача не влипать в отношения сразу, да, ой, мне человек понравился, все, как всегда, да, все отдаю, потом опять с разбитым сердцем. Нет, вы ходите, смотрите, общаетесь. Цель знакомства познакомиться, да, не та цель, что замуж выйти, да, на первом свидании или там жену себе найти на первом свидании, а цель познакомиться с человеком, какие люди вообще бывают, какие люди вам подходят, какие нет. Через людей вы знакомитесь с собой, что вам подходит, что вам не подходит. Здесь главное быть с собой честными и не соглашаться на то, что вам не нравится. Давайте подсказочку. Да, именно оно. Не соглашаться на то, что вам не подходит, не соглашаться на меньшее, отсекать ненужное, знать, каких отношений вы хотите, что в отношениях для вас приемлемо, что в отношениях для вас неприемлемо, какие люди вам подойдут, какие люди вам не подойдут. И вот такая вот подсказочка. Я вас благодарю за просмотр. Буду рада вашим комментариям, лайкам, подпискам. Вся информация, как всегда, под видео. Ссылки на другие соцсети, если вам удобно там получать уведомления. И что, спасибо вам. До новых встреч. Так, и давайте посмотрим третий вариант. Третий вариант убежал. Кто тут не хочет про себя слушать? Страшно? Сейчас посмотрим. Здесь, вы знаете, как может быть, что вы не совсем сами понимаете, чего вы хотите, и вот вас куда жизнь вынесет, ну, вроде как в то и будет. С кем познакомился, с тем и поженился, грубо говоря, да. Но вот этого судьба мне привела, и вот такое некое хаотичное какое-то движение. Либо здесь могут быть, знаете, какие убеждения. Еще бывает, девочки пишут в комментариях такое: ну, если мне по судьбе, он сам меня найдет. Если мне суждено выйти замуж, то я выйду замуж. И сидим дальше, ничего не делаем. Вот. Либо суетимся, да, везде бегаем, пытаемся кого-то найти и ищем совершенно не там. Здесь нужен баланс, да, нужно понимать, чего вы хотите и куда вы хотите, и что вам нужно для этого сделать. Здесь не говорится о том, что нужно в каждую квартиру забегать и спрашивать, кто есть, да, с кем можно отношения. Но если вы сидите и ждете вашу судьбу, которая должна вас найти сама, и при этом она не находит вас уже год, 2, 3, 10, 20, а то и 30 лет, то значит, что-то здесь не так. Давайте посмотрим, каких людей вы притягиваете. Сейчас немножко уточню. Здесь может быть, что вы притягиваете людей, если вы женщина, то мужчины младше вас. Они могут какими-то быть немного слабыми, женоподобными, в женских энергиях, смазливыми, не знаю, там, неоформленными, да, какими-то. Если вы мужчина, то женщины могут быть либо старше вас, либо
сильно младше, да, вот прям, либо знаете, как она, ну, эмоционально незрелая, вот такая девочка, за которую надо все делать, все брать ответственность, чтобы мужчина все решал за меня и нес меня на руках по жизни. Ну, вот такая инфантильная некоторая позиция, да, что вот она девочка. И вы это все видите, замечаете, и вы как бы всех таких интересных людей вы отсекаете. Даже как немножко уже спокойно к этому относитесь. Возможно, поэтому суетитесь. Похожие карты просто. Колоды разные, а смысл немножко похожий. То, что вы понимаете, что вы не там, где вы можете найти того партнера, которого вы хотите, но вы не понимаете, куда вам. То есть вот хорошо, вот в этом районе, ну, условно говоря, да, нет таких людей, которые мне нужны. А куда бежать-то? В какой район бежать-то? Да, где вот этот мой, вот этот меч, да, который вот, что я король Пентаклей, она королева Пентаклей. А не вот это вот, да, кто у нас тут, рыцарь, да, и король. Что у нас тут еще скажем? Здесь могут быть ментальные какие-то установки, убеждения, которые вам, ну, как бы вы сами себе палки в колеса ставите в том плане, что вот бегаете, грубо говоря, что получается так, что вы бегаете не по тем районам. Например, что да для меня человека нет в этом мире, да, или кого я могу найти тут у себя в маленьком городе, да, там, вот, и что еще тут может быть? Да мне уже и не надо, да и ладно бы, ну и буду одна, то есть вы как-то даже, при этом вы можете суетиться, но не верить в то, что в принципе это вообще возможно найти для вас пару. Здесь нужно все свои ментальные вот эти убеждения, конструкции почистить, обратить на них внимание, вот это все вычистить, понять, что что-то из этого действительно, ну, в действительности неправда, да, например, что все женщины, они там такие-то, такие там меркантильные, например, или все мужчины безответственные, например, да, и все, что мы говорим, подсознание же, оно в это верит. Но фишка в том, что это не может быть правдой, когда мы говорим, что все такие. Всегда там что-то человек делает. Это неправда. Не все люди такие, да, потому что в мире очень, ну, сколько там, миллиарды людей, и по определению все не могут быть одинаковыми. А из-за того, что идет обобщение, да, вот эти все ментальные конструкции, убеждения, они все вам и мешают как раз-таки. Ну, раз они все вот такие, то зачем вообще что-то пробовать и куда-то там ехать? У вас пойдет движение быстрее, какие-то новые могут быть мысли, возможности, если вы все это подчистите, да, вам и самим уже, в принципе, это поднадоело. Здесь может не быть энергии что-либо делать для отношений, потому что очень загрязнена, как бы, ну как, не загрязнена, очень много вот этих ненужных убеждений, которые вам мешают, негативных по поводу отношений, по поводу партнеров, что там, например, все мужчины изменяют, или женщины в семье вообще ничего не хотят делать, ну там всякие разные, у каждого свое, да, вас здесь много будет смотреть, и вам нужно все это обнулить, все это подчистить, и тогда вы с удивлением увидите, что
а вообще вот такие люди бывают, а где они были раньше, а что так можно было, да? То есть у вас появятся какие-то новые шансы, у вас появятся другие сценарии, другие выборы, и вы можете, в принципе, в другие места попадать и другое окружение видеть. Да. И вам это будет очень сильно нравиться. Вы знаете, как глаза такие откроете, а где это все раньше было? А почему я раньше вот этих людей не видела? А где они вообще? Вот, ну, в каком подземелье, грубо говоря, да? Вы прятались, вы вообще где? Ау! У нас что, за один день поменялось население? Вот, и, соответственно, такая у вас история. Где-то вы и себя можете немножко принижать, но это немножко другая уже история, туда копать не будем. Самое интересное я вам рассказала. Сейчас у нас с вами еще совет будет. Я немножко тут уберу карты. Пока убираю, скажу, что я вам очень благодарна за вашу обратную связь, да, даже если вы просто спасибо пишете, но я понимаю, что вам интересно, что тема, что вы посмотрели, ага. Так, здесь совет такой, что нужно быть, ну, попозитивнее мышление у вас должно быть, да, убрать вот эту суету, с большим оптимизмом посмотреть вообще на этот мир, на сферу отношений, что бывает по-другому, что, скажем так, в саду очень много цветов, и они разные, и если, например, эти розы с шипами, то другие цветы, например, они без шипов и пахнут лучше, и цвет у них как вам нравится. То есть вам здесь нужно открывать возможности, чтобы идти другим путем, другое окружение, и вам это откроет как раз-таки более позитивное отношение к отношениям, как бы это ни звучало. Я вас благодарю. Спасибо вам за просмотр. Буду также признательна за вашу обратную связь. Все, я с вами прощаюсь. До новых встреч.